Всем привет, меня зовут Элина Федорова, и сегодня будет довольно серьезная тема. Речь будет идти о РПП. Для тех, кто не знает, это аббревиатура расстройства пищевого поведения. Начну с того, что это заболевание именно не физическое, а психическое. Я делаю акцент на этом. И лечить его нужно не у диетолога, гастроэнтеролога, а у психотерапевта. Но это заболевание может быть как и у детей, например, у 7-летнего ребенка, так и у человека пожилого возраста. Этим заболеванием могут страдать как и мужчины, так и женщины. Сегодня речь у нас будет идти о том, какие симптомы расстройств пищевого поведения, что это вообще такое, как с этим бороться, можно ли это излечить и какие могут быть последствия расстройств пищевого поведения. Прежде чем я начну, я хочу поделиться с вами классной новостью. Как вы знаете, у меня есть проект Whisper, который помогает преображать как и тело, так и душу. У нас есть очень много крутых направлений фитнеса, но помимо этого мы записали новый курс по пилатесу, который выйдет уже вот буквально в августе с американским тренером, и это просто шикарнейший курс, который я проходила. Мы вместе совместно его записывали. Сами упражнения, они несложные, все происходит в размеренном темпе, но при этом мышцы тела укрепляются, появляется гибкость, баланс. Вообще я просто в восторге и уверена, что вам тоже очень понравится. Особенно если вы никогда не занимались спортом, либо мечтали, хотели, но не знали, с чего начать. А сейчас у вас есть просто отличная возможность это сделать. Тем более я делаю для вас классный подарок. С 27 по 31 июля будет действовать очень хорошая скидка на подписку Whisper, поэтому я вот оставляю вам ссылочку, переходите, регистрируйтесь прямо сейчас и будем трансформировать свое тело и душу вместе. Так вот, о расстройстве пищевого поведения я долгое время была вообще не в курсе, что это. И когда я начала узнавать статистику, когда мне начали писать девочки в огромном количестве о том, что они с этим столкнулись и они не знают, что делать, и когда я начала более глубже изучать этот вопрос, я была шокирована тем фактом, какое количество людей действительно этим страдают и насколько все это серьезно. Расстройств пищевого поведения есть очень много. Ну, самое распространенное – это нервная анорексия, нервная булимия, а также компульсивное переедание. Есть и другие расстройства, но они встречаются все-таки немножечко реже. Ну, что же такое нервная анорексия, ребят? Это именно психическое расстройство, когда человек слишком озабочен своим весом, все время контролирует свои приемы пищи, считает каждую калорию, у которого просто навязчивые идеи, какие-то депрессивные состояния постоянно насчет его веса. Ему все время кажется, что он полный, причем человек может быть как и реально полным, так и нормальным, так и очень худым, но он не может себя адекватно воспринимать, какой бы он ни был, ему будет казаться, что он слишком большой. То есть по внешнему виду человека вы не поймете, что у него анорексия. Если человек очень худой, чрезмерно худой, на ваш взгляд, это не означает, что у него анорексия. Девушка может быть очень полной, и при этом она может страдать анорексией. Поэтому ставить диагноз на глаз, ну, это крайне глупо. Это бесконечное взвешивание, каждый день контролирование своего веса, это бесконечное обсматривание себя со всех сторон, выискивание лишнего веса, жира. Это постоянно мысли о том, что не нужно кушать меньше, чувство вины за еду. Это бесконечные диеты, это отказ от еды. Это когда у человека стремительно снижается вес, то есть из-за его каких-то действий. Следующее расстройство – это булимия. Это когда человек тоже встревожен своим весом, постоянно думает о еде, когда человек переедает и потом он избавляется от этой еды. Например, кто-то слишком себя перегружает в зале, кто-то вызывает специально рвоту, кто-то употребляет какие-то препараты слабительные, мочегонные, то есть всячески пытается избавиться от съеденной еды. И потом снова переедает, и опять по кругу вот такое вот, и все это сопровождается тревогой, депрессивными состояниями, чувством вины, неудовлетворенностью, апатичным таким состоянием, в общем, все вместе. Это очень серьезное заболевание, потому что человек, во-первых, теряет полезные компоненты, они выходят из его организма, поэтому начинают ломаться там ногти, выпадают волосы, проблемы с зубами, проблемы с желудком, с кишечником, вообще с работой внутренних органов, с обменом веществ, с гормонами, там пропадают критические дни, то есть много всего. Ну, анорексия это тоже касается, там, в принципе, такие же последствия. Я уже не говорю про само моральное состояние человека, на самом деле это все чудовищно. Ну и очень распространенное расстройство – это компульсивное переедание. Огромное количество
людей этим страдают, это просто когда человек не может контролировать себя, и просто у него вот такое резкое переедание. Он съедает просто свыше нормы, выедает все, что есть в холодильнике, либо бесконтрольно покупает абсолютно все продукты, потом объедается до такого состояния, когда уже тошнит, болит, колет там живот, и после этого он испытывает дикое чувство вины, стыда какого-то, то есть он себя чувствует морально плохо. Опять-таки, это слишком зацикленность на еде, человек все время думает об этом, а человек не может контролировать количество и качество той еды, которую он употребляет, то есть он не управляет этим процессом, то есть еда управляет им. Люди очень стесняются, стыдятся этого состояния, например, они были в компании друзей, там они ничего не ели, а потом они пришли домой и съели абсолютно все, что там было, после чего у них наступает чувство такой грусти, тоски, стыда, вины и так далее. Откуда же вообще берутся расстройства пищевого поведения? Что является причиной этого? Причины могут быть самыми разными, то есть не всегда это, кстати, зацикленность именно на своем теле. Иногда этому может стать причиной просто какой-то стресс, который совсем никак не относится к желанию просто там быть стройнее, худее и так далее. То есть у человека может произойти какая-то психотравма, и после чего на почве этого у него может, например, развиться даже анорексия. Если человек занимается профессионально каким-то спортом, девушка-балерина, гимнастка, там, например, либо девушка-модель, и когда нужно быть постоянно в идеальной форме, это, знаете, такой некий моральный прессинг на человека, и, конечно же, на почве этого может развиться анорексия. Например, в модельном агентстве девушки сказали, вот тебе нужно быть в таких параметрах, вот как хочешь быть моделью, худей. Либо, например, спортсмену сказали, там, к следующему турниру, сезону ты должен быть вот в таком весе, в таких параметрах. И вот это все, конечно же, давит на человека и тоже может привести к таким психическим заболеваниям. Это могут быть просто плохие отношения с родителями, какие-то психотравмы, которые идут от семьи. Если человека, например, в семье постоянно унижают, например, родители часто критикуют, говорят, ты там не такая, кто-то тебя лучше и так далее, все это тоже может провоцировать подобное. Причина этого могут быть, например, если в семье просто уже изначально были неправильные отношения с едой, то есть родители так приучили, родители сами переедают, ребенка так воспитывают, заставляют его есть свыше нормы, культ еды какой-то присутствует, это тоже может вызвать расстройство пищевого поведения. Конечно же, это может быть навязанное, например, те же стандарты красоты, если девочка, там, подросток стремится быть на кого-то похожей, на актрису, на модель, не знаю, девушку-подростка постоянно унижают в школе, дразнят, например, насчет ее внешности, веса, либо же причиной могут быть не знаю, например, отношения с парнем, если парень критикует внешность девушки, а тем более, если он когда-то сказал что-то насчет ее веса, это тоже может вызвать эту психотравму, и это может тоже привести вот к таким психическим заболеваниям. Несмотря на то, что этими заболеваниями страдает такое количество людей, особенно, например, тех же подростков, но, к сожалению, многие родители, особенно в странах СНГ, они просто не обращают на это внимания, потому что их так воспитывали, да, в Советском Союзе. Очевидно, что никто не говорил о вообще заболеваниях психики. Да, все лечили там какие-то внутренние органы, да, что касается нашего тела, но что касается ментального здоровья, вообще никто в это не вникал. Но на самом-то деле наше ментальное здоровье, наша психика очень влияет и на наше физическое состояние нашего тела. Я вот смотрела различные интервью девочек, какие-то видеоролики, где девочки рассказывали о своем опыте расстройств пищевого поведения, когда они говорили, что родители видели, родители замечали, но при этом они либо же игнорировали этот факт, то есть они не воспринимали это серьезно, но это еще не самый худший вариант, потому что некоторые родители, когда ребенок там пытается рассказать о своей проблеме, они либо говорили, что это вообще ерунда, займись там лучше чем-то полезным, отвлекись как-то, займись учебой, там, работай чем угодно, мол, дурью страдаешь, что вообще просто ужасно. Либо агрессировали, либо ругали ребенка, либо заставляли насильно употреблять пищу. Когда родители так поступают, то это только очень сильно усугубляет вообще ситуацию и портит, конечно же, отношения и убирает любое доверие между родителями и ребенком. Что касается того, как вылечить расстройство пищевого поведения, на самом деле это очень сложно, и самостоятельно вылезти из этого, практически невозможно. Да, кому-то удается. Есть люди, которые могут взять себя в руки, есть люди,
которым просто оказали поддержку их родные, возможно, качественно, правильно. Есть люди, которые, возможно, избавились от того стресса, да, который привел к этому заболеванию, и им удалось как-то из этого выбраться. Но большинству людей самостоятельно с этим справиться никак не получается, поэтому тут нужна только квалифицированная помощь психотерапевта. Да, безусловно, вы можете в комплексе лечиться. Когда, например, ситуация уже критическая у человека, например, то чаще всего ему нужна просто помощь всех врачей в комплексе. То есть тут уже идет и психотерапевт, и невролог, и гастроэнтеролог, и диетолог, и ваш терапевт. Терапия может быть как и на стационаре, иногда людей просто кладут в больницу, иногда это вообще единственный выход, опять-таки, если ситуация запущена. Что касается самого лечения, терапии бывают разные, но, я так поняла, самое основное, как лечат врачи, это когнитивно-поведенческая терапия. Безусловно, процесс лечения длительный, может быть, не очень приятный, возможно, дорогостоящий, но это как и любая другая болезнь. Если у вас болят почки, вы же не будете ходить с больными почками, вы пойдете, да, вы будете платить деньги, вы будете их лечить, иначе что произойдет? Они у вас откажут, да, и человек может умереть. Вот то же самое с этими расстройствами. Понимаете, это как любая другая болезнь. Если вы не начинаете ее лечить на ранних этапах, она будет со временем только усугубляться, будет становиться все хуже и хуже. И все равно потом придется обращаться за помощью, но, возможно, тогда уже будет лечиться сложнее. И тем более это может длиться просто годами. Люди могут просто реально десяток лет находиться в этом состоянии. И это может еще спровоцировать другие психические заболевания. То есть это может быть и затяжная депрессия и так далее, вплоть до суицидальных мыслей, до каких-то серьезных физических заболеваний. Я читала статистику, что каждый час вообще в мире умирает человек от последствий расстройств пищевого поведения. Исходя из того, что я читала, слышала от других о расстройствах пищевого поведения, вот первыми звоночками этого всего есть, когда у человека навязчивые мысли о еде, когда он еда слишком много места занимает в его жизни. Например, я как человек, который имеет абсолютно здоровые, нормальные отношения с едой, который никогда не сталкивался с расстройством пищевого поведения, я к еде просто отношусь спокойно. То есть для меня это как удовлетворение какой-то базовой потребности, как поспать, как помыться, не знаю, сходить в туалет. То есть, поела и поела. И я никогда в жизни не испытывала чувство вины за то, что я переела, либо поела не тогда, когда нужно, либо съела что-то. Я вообще об этом не думаю. Если я захотела поесть вечером, я поем вечером. Я съем тогда, когда у меня требует этого организм. Если я что-то хочу, неважно, что это, я обязательно это съем. Я никогда в жизни не ставила себе запретов, что вот это я есть не буду. Вот это мне запрещено, это мне нельзя, либо в это время я не ем. У меня вообще такого нет. Если мне организм требует какого-то продукта, я обязательно пойду это куплю и съем. К моему большому сожалению, многие мои подписчики, некоторые думают, что я действительно сижу на какой-то жесткой диете, что я себя каким-то образом ограничиваю. Как я это понимаю, мне постоянно задают вопросы. Элина, у тебя бывает срыв? А что ты делаешь, когда у тебя срыв? А что ты делаешь там? А вдруг бывает такое, что ты переедаешь? Так вот, ребят, нет. У меня такого не бывает. У меня просто организм устроен так, что, например, муж даже у меня удивляется. Говорит, как, у тебя в тарелке остался там совсем небольшой кусочек чего-то, а ты его не доела. Я говорю, я не хочу. Он говорит, да доешь ты, что оставлять-то, там чуть-чуть осталось. Я говорю, нет, я не буду. Если я наелась, значит, я наелась. Я вообще не сладкоежка, но иногда мне просто резко захочется. Я пойду куплю себе что-то сладкое. Могу съесть 2 ложки, либо половинку этого тортика. Так, чувствую, нет, слишком сладкое, приторное, все, не хочу. Я могу выбросить, и все, я не буду это есть. Четко чувствует организм, что ему нужно. Также у меня бывает такое, что мне резко захочется какого-то продукта питания, наверное, например, потому что там чего-то не хватает, возможно, йода. У меня был период, когда я постоянно хотела покупать водоросли, я постоянно их ела. У меня бывает период, я могу неделю подряд есть много этих водорослей. Потом раз, все, прошло, уже не хочется. Потом резко захочется есть морковку. Я беру ее, покупаю, ем. То есть как-то я тонко это ощущаю. Если, например, я голодная,
И ничего нет такого, вот что я люблю, вкусненькое, то, что мне по душе, что мне нравится, есть какая-то ерунда, то я, скорее всего, есть это вообще не буду. И знаете, есть люди, которые, когда они испытывают чувство голода, они сметают все, неважно, что там, вот любая еда, лишь бы вот это проглотить. У меня такого нет. Если я хочу есть и понимаю, что, ну, какая-то ерунда лежит, ну, мне вообще, ну, фу-фу-фу, я лучше поголодаю немножко, подожду, доберусь до любимого какого-то ресторана и закажу то блюдо, которое мне очень нравится, и буду довольна. И я никогда вообще в своей жизни не сидела ни на одной диете, ни на одной. Вообще такого не было, чтобы я чего-то сильно хотела, и по причине того, что я боюсь набрать якобы вес, либо быть не в форме, чтобы я себе этого не купила. Если говорить сейчас о том, что я правильно питаюсь, и уже вот последних сколько лет я действительно, у меня поменялось питание, оно стало более правильным, более чистым. Опять-таки, это просто у меня поменялось мышление, я стала более осознанной, и сейчас всю пищу я отождествляю с собой. Я думаю о том, что еда — это то, что будет мной, частью меня, это то, из чего будут строиться мои клетки, мои органы, это моя кожа, это мои волосы, это вот вся я. Понимаете, у меня просто нет желания есть какие-то вредные продукты. Не потому, что мне их хочется очень сильно, а я вот говорю: нет, я не буду это есть, потому что это вредно, но мне на самом деле так это хочется. Нет, мне это просто не хочется. И что касается мяса, мне тоже некоторые спрашивали: Лина, а бывают у тебя срывы? Я не ем мясо по этическим соображениям, но, конечно же, ну, если человек хочет мясо, но при этом себе говорит: нет, я не буду есть мясо, то я считаю, что это вообще неправильно. Это должно реально вот изнутри исходить от человека. Только тогда это будет правильно. А если человек себя что-то заставляет делать, то, ну, как бы это бессмысленно. Я надеюсь, что если вы никогда не сталкивались с расстройством пищевого поведения, дай бог, чтобы вы никогда с ними не столкнулись, если вы у себя заметили какие-то нехорошие звоночки, то я вам рекомендую тут же обращаться к врачу, не тянуть с этим, потому что затягивать нельзя, болезнь, она имеет свойство прогрессировать. Если, конечно же, у вас ваши родственники, вы замечали за ними такие какие-то плохие симптомы, то, конечно же, постарайтесь деликатно им помочь справиться с этим недугом. Ребят, я очень надеюсь, что видео было для вас полезным, будьте здоровы, а мы с вами скоро увидимся. Пока!